Привет, привет! Мы приехали с Танюшей в очередные чешские глубинки для того, чтобы показать вам что-нибудь красивое. По крайней мере, постараемся. Сами не знаем, где находимся. Сами вообще понятие велтрусы. Вам что-то говорит это? Мне чуть-чуть. Слушайте, оказались в каком-то прям поместье таком старинном. Очень интересно. Напоминает наши подмосковные усадьбы какой-то архангельской. Интересно. Вся территория в таких вот заборах. Видимо, здесь лошадей выращивают или еще что-то такое. Разводят, да. Вообще, это очень недалеко от Праги. Я миллион раз здесь проезжал, но никогда сюда не заходил. Решил вот с вами зайти. Ну, сейчас мы посмотрим, что здесь есть. Оранжерея, замок, кассы, ресторан, выставка карет. А, здесь выставка карет. Точно, здесь музей карет. Какое красивое дерево. А что это такое, знает кто-нибудь с такими листьями? Напишите в комментариях. Слушайте, а издали казалось, что он немножко такой заброшенный. А он нифига не заброшенный. Супер. Добрый день. О, попали так попали. Удачно мы зашли. Ну что, пойдем за ними или сначала сходим туда? Сначала зайдем сюда. Ты нашел кошку. Угу. Замок, куда мы приехали, был построен в начале 18 века в стиле барокко. Он находится прямо у реки Волтавы, в 20 километрах от Праги. На его территории находится более 100 редких видов деревьев и кустарников. Вот почему меня озадачило это дерево, наверное. В 2002 году здесь случилось большое наводнение. Весь этот парк был затоплен водой. Помните, когда Прагу затопило? Вот именно в то время. О, ласточка улетела. Она срала, кошмар. Это ужас. Ну что, поедем дальше?
В данном случае было верное решение не одевать шлепанцы. Здесь бы мы не забрались. Здрасте, приехали. Радует одно, что вся дорога практически находится в тени. Что бы вам сказать, господа? Мы случайно свернули. Блин, вот жалко, не снимал. И поперлись по камням вверх, вот под таким вот углом. Честно говоря, дошли до середины и поняли, что мы идем не туда. Еле спустились. Я мокрый, ребят, простите за такую подробность, мокрый весь. Просто катастрофичен. Но полезно. Самое интересное, что перед подъемом был жуткий голод. Хотелось заехать куда-нибудь, сейчас уже голода нет, все. Я уже забыл, что это такое. Экстрим победил. Экстрим победил. Пошли 5 сутки. Все зеленее и зеленее. Дорогу я вам показывал, да? Под углом 40 градусов, сплошные камни. Так я вам сейчас покажу то, чем до сих пор реально могут гордиться россияне. Это машина Нива, потому что только на ней, видимо, можно сюда заехать. Вау! Вон где мы машину поставили. Круто, да? Очень. Ребята, я на самом деле мечтал сюда приехать, наверное, вот с первого момента, когда я сюда попал. 16 лет. И никак не мог сюда добраться. Потом не пускала меня сюда. Не могу вам объяснить. И сегодня я здесь с вами впервые. Заметь, через испытание. Через приличные испытания, да. Идем вниз. Красотища, конечно, потрясающая. Опять один из лучших видов, наверное, да, который в Чехии. Один из, да.
Остается еще заехать в магазинчик и домой смотреть сериальчики. Ой, ножки болят. И домой. О, прикольные. Бревнышки. Бревнышки, стульчики. У вас метро такие продаются? Ой, макро. Ой, метро. Я уже путаюсь. Метро. У нас макро называется. Метро. А у вас нет? А у вас метро, а у нас макро. А нам нельзя, потому что чехи подумают, что это метро, и пойдут все в метро. Поэтому назвали макро. А зачем мы пришли? Виноводочный отдел? Виноводочный отдел. Мы пришли в виноводочный отдел. А знаете, зачем мы пришли в виноводочный отдел? Наборы продаются. О, тут даже целые наборы, смотри, продаются. Смотрите, сейчас. Там есть? Смотрите, какой набор. На 50 Так. дринков. На 50 дринков набор. 2 литра аперола. 3 просека. Нет, это части. А здесь на самом деле просто 4 просека И 2 лежит. аперола. И 2 аперола. У нас тут по 1 литру. И сколько это И стоит? это счастье стоит. Сколько это сейчас и стоит? Это счастье стоит это счастье. Вот. 2 бутылки аперола и 4 бутылки просека вы получаете за 990 крон без НДС. 1197 с НДС, это соответственно, это сколько? $50. А вот это Большая. Такой хороший человек, да, подошел, все рассказал. Сказал, Добрый, не берите рассказал, не коробку. берите, говорит, коробку, Не буду. говорит, не берите коробку, берите одну бутылку. Так, стоп, нам еще нужен какой-нибудь. Да. Пойдем сюда. Сан-Пелегрино, бутылочку минеральной водички. Бутылку хватит же, правильно? Да можно даже меньше взять, там надо Не надо. Тем более у нас есть теперь дома газировочка своя. Можем там газировать все, что хочешь. Хлеб доктора Попова. Так, ну пончиков нам не надо. Мы же алкоголики, поэтому нам нужен только лед. Вот я вижу лед, только, к сожалению, лед не тот, который нужен. Ну тут маленький возьми. О, пойдем в этот самый, в отдел с санкционкой. Вот, санкционочка. Так, вы там говорите, кому это самое посылки отправлять. Чего, вот я иду пока здесь. Все, сыр. Где здесь мой любимый? Мой любимый, а он и у вас есть, кстати, потому что он швейцарский. Вот он. Вот это я нашел. Мой любимый. Tête de Moine, к нему продаются такие дощечки. Вот. Знаете, как по-чешски понюхать, чухнуть. Чухнули мы немножко сыру и двигаемся дальше. Пойдем, Таня, посмотрим аквариум. Понюхаем рыбу. Понюхаем рыбок, чухнем. Какой выбираем? Вот это самое страшное. Самое страшное вот это. Цветотека. Она, кстати, самая вкусная. Да? Цветотека? Да, Цветотека. ты помнишь, мы ели ее, да? Офигенская. Naskenujte prosím čárový kód nebo stisněte tlačítko pro výběr zboží. Так вот, к разговору о карточках. Таня меня сейчас спрашивает в магазине, у тебя деньги есть? Я говорю, они у меня на карточке. Я сразу вспомнил, как дети меня все время спрашивали, как попадают деньги на карточку. Мы тоже хотим карточку, с которой ты все время снимаешь деньги. Добрый волшебник. Добрый волшебник. Я волшебник. Я все время с карточки снимаю деньги. Ну, вроде прошел. Да.
Ну вот, в Макро мы зашли. Купили аперольчик. Вы знаете, по жаре аперол. Вы знаете, что такое аперол? Да, аперол, просека, все до одного бокальчика со льдом. Офигенский такой коктейль. По жаре идет совершенно потрясающе. Легкий алкоголь. Что там, вино, да, аперол. К уикенду готово. К викенду готово, да. Будем викендовать. Друзья, может, заедут какие-нибудь. У нас их много. Кстати, о друзьях. Вы знаете, когда переехал в Чехию жить, друзей у меня стало гораздо больше здесь. Вот не с точки зрения там и количественного, и качественного, любого, да. Дело в том, что общение стало больше. А объяснение на самом деле элементарное. Дело в том, что, ну, вы знаете, да, я родился в Москве, я жил и рос, и учился, и работал я в Москве. И целый мой день уходил, ну не знаю, не целый день, полдня у меня уходило только на пересечение Москвы на автомобиле. И просто, ну честно говоря, время категорически ни на что не хватало, ни на одних друзей. Слушай, бутылки эти звенят сзади, очень звонко звенят сзади бутылки. Ну вот, не хватало времени вообще ни на какое общение, вообще. То есть с утра машина, работа, там 3 часа домой. Это бред. Ребята, если вы продолжаете так жить, заканчивайте этот маразм, понимаете? Это просто жуть какая-то. Честно говоря, вы тратите жизнь свою ни на что, блин. Выхлоп. Сказал я такой, да, заканчивайте так жить. А как заканчивать так жить? Не всем, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Да и у меня, честно говоря, этой возможности не было, ребят, особо. Честно говоря, просто в один момент плюнул, махнул на все рукой. Сказал: жена, поехали. И мы поехали. Я как декабристка. Я как декабристка взяла 2 детей, и мы поехали. Вот, наверное, так оно и было. Соседка посадила классные розы. Они нас все время так радуют. Такой куст вырос, правда. Наверное, его надо подстригать ей, но они растут не с моей части участка. Но я их все равно поливаю тоже. Да, иногда. Для того, чтобы как-то помочь. О, мое любимое дерево. Оно классное такое. Ива такая. Потрясающая. Еще небольшой участочек у нас, совсем небольшой. А еще здесь елочка растет. Мы когда приехали, она была совсем маленькая, а сейчас уже выросла, как вон. 4 метра высотой. Классно. Это реквизит, Таня. Это реквизит, его нельзя пить. Я не знаю. Рабочая неделя закончилась, господа, друзья, товарищи. Вот и дети наши с нами. Да. Инопланетные. Инопланетные дети. Девочка к нам пришла, помните? Симона. Симочка. Это мы угадали с именем, потому что Симона это чешское имя. Ну, это не мы угадали, это Лена Серова угадала. Спасибо, Лена Серова. Спасибо, Лена Серова. Апельсиновой дольки не хватает. Знаю. Ладно. Кстати, когда чехи чокаются, они всегда смотрят друг другу в глаза. Да. Да, это, кстати, да, всегда в Чехии, когда чехи чокаются, смотрят в глаза. Вы знаете, почему нет? Дело в том, что это со средних веков идет, когда люди тогда чокались, там, чтобы из бокал перелилось вино, и если оно отравлено, то не смотрят в глаза, там, чувак нервничает, не нервничает. Но так как мы в очках станем, то, в принципе, мы можем запросто друг друга отравить. Хороших вам выходных. Пока-пока.